12 октября 2020 года в Корее 27-летний сотрудник логистического центра Коупанг Чан Док Джун умер после ночной смены. В 2021 году было признано, что это смерть от переработки, производственный случай. Компания сперва отрицала свою причастность, но семье была выплачена компенсация и позже сообщалось о негласном соглашении семьи погибшего с компанией. И это не единственный эпизод. С 2020 по 2024 год в одной только Коупанг зафиксировано 9 подобных случаев. Пообещайте высылать мне зарплату. Привет. У меня для тебя плохие новости. Очень плохие, если честно. Если ты работаешь больше 39 часов в неделю, это 7,8 часов в день, или если ты студент чуть больше 5 пар, у тебя заметно повышается риск тревожности и депрессии. А при работе свыше 55 часов в неделю риск инсульта увеличивается на 35%. В 2016 году 398 тысяч человек умерли от инсультов от того, что они пахали больше 55 часов в неделю. Недаром в МКБ-11, международный классификатор болезней, официально внесли выгорание как синдром, связанный с хроническим рабочим стрессом. Меня зовут Сергей Пощанин, и на этом канале я рассказываю о том, что сейчас актуально в мире. Без воды, трезво и по существу. Обязательно подписывайтесь. В этом ролике мы не просто повторим мантру о том, что выгорание и усталость – это плохо. Да мне все равно. Хотите – увольняйте. Хотите – никто не надо со мной дружить. Пошли его в Мы копнем глубже и разберем, почему современные популярные решения не помогают. Почему каждый раз, когда тебя отвлекают даже на секундочку, ты теряешь как минимум полчаса жизни. И узнаем, как зумеры спасли мир от культуры переработок. Погнали! Для начала ответьте мне на простой вопрос. Вам тоже пишут в рабочие чаты в нерабочее время? С одной стороны, сейчас тема выгорания и усталости от переработок вполне себе на слуху. Все вокруг твердят про work-life balance и про заботу о ментальном здоровье. Но почему-то, когда дело касается практики, весь этот красивый болтологический баланс уходит в задний. Приоритеты в реальности совсем другие. Продуктивность, бесконечный рост KPI и скрытые переработки на благо компании. Ведь мы же одна большая семья, верно? Да, чуть не забыл. Нам нужно, чтобы вы и в воскресенье пришли. Идет? На этой неделе мы потеряли нескольких человек. И нам надо разгрести все, что накопилось. Спасибо. В переводе с корпоративного на человеческий, раз мы большая семья, то пахать за идею – это святая обязанность, а жаловаться просто стыдно. Вам тоже кажется сомнительным, когда вечером в пятницу вместо того, чтобы спокойно закончить рабочую неделю, вас просят остаться, поиграть, например, в настолки? Типа тимбилдинг, веселье, ура! Знаете, на что это похоже? На мафиозную круговую поруку, где новичка заставляют пройти на преступление, чтобы он тоже был в деле, тоже был замазан. Этим приемом в организацию получается не так, как я думал. Большая ответственность. Ебануться. А как ты думал? Очень хитрый ход. Ты уже отчитываешься не перед каким-то там начальником, который где-то в кабинете у себя сидит, а перед коллегами. И отказываться как-то неловко. Ведь они потом будут косо смотреть, а тебе с ними еще и работать. Неудобно же. Вы же все-таки коллектив. Все дружно отдыхают хоть до часу ночи в офисе в пятницу. А ты-то что, домой пошел, а? У меня такой случай был. Я, помимо того, что блистательный секси-блогер, и по основной своей профессии не менее блистательный секси-инженер-конструктор. Проектировщик, значит, умник, математика, сопромат, очень много всяких слов, всякая подобная херня. Вот на одной из прошлых работ наша главная конструктор, девочка была, ставила мне в пример одного парня. Тот перед выполнением каждой задачи ставил себе секундомер, чтобы каждый раз пытаться сделать ее быстрее. Быстрее, блин! Я тогда офигел и спросил. Быстрее, чтобы выполнить больше задач за отведенное время, чтобы на тебя могли накинуть еще больше задач? Напишите в комментариях примером, чего этот парень является. Самые угарные комментарии закреплю. Порвем вместе. Короче, ребят, мы явно где-то свернули не туда. Нас всех поехавшим трудоголизмом заразили, что ли? Но как так получилось, что перерабатывать стало нормой, а отдыхать роскошью для слабаков? Реально, какого хрена? Давайте разбираться. Что-то я устала, кстати. Кто и зачем придумал термин выгорания? Термин «бернаут», именно так он звучит на английском, родился не на пустом месте.
Его предложил в 1974 году психотерапевт Герберт Фрейденберг, который работал врачом и волонтером в бесплатной клинике. Он первым описал состояние, когда человек физически здоров, а эмоционально и умственно опустошен. Бесконечная усталость, отстраненность от работы, падение эффективности. Свои ощущения он сравнивал с островом сгоревшего дома, у которого остались только стены, а остальное все сгорело. Фрейденберг тем самым дал обществу язык и рамки, чтобы говорить об этой проблеме и лечить ее не стыдом или пинками, как это было всегда, а изменениями в окружении и нагрузке. То есть даже тогда, в 70-е, он понимал, что дело не только в человеке, но и в условиях труда. Короткая ретроспектива. В 19-м, начале 20 века в индустриальных странах норма работы была адовая – 60-70 часов в неделю. Без выходных это фактически по 10-12 часов в день. Привет фабрикам и заводам. К середине 20 века после множества забастовок и борьбы рабочих наконец-то закрепили 8-часовой рабочий день и 40-часовую рабочую неделю. Это был огромный прогресс всего человечества. В 1930 году экономист Джон Мейнард Кейнс вообще предполагал, что к 21 веку, благодаря научно-техническому прогрессу, мы будем трудиться по 15 часов в неделю, ну и хватит. Но ведь производительность так вырастет, что человеку достаточно будет работать пару часов в день, а остальное время развивайся, отдыхай, просто живи. А что вышло на деле? Ты выйдешь на этой неделе? Технически мы можем работать откуда угодно, а получилось, что мы работаем когда угодно. Смартфоны и мессенджеры стерли границы между работой и личным временем. Формально у многих по трудовому договору 40 часов в неделю, а по факту ты на связи 24/7. Тебе могут 9:30 вечера написать: «Срочно глянь задачку, не решить ее просто невозможно». Я сам, когда дедлайны горели, работал до 3-4 часов утра, когда проекты в госэкспертизу подготавливал. Или могут, например, в выходные позвонить. Тут небольшая правочка на 5 минут, и хрен ты откажешься. Все же горят проектом, мы же все тут стараемся. В общем, технологии, которые, по идее, должны были освободить время, в реальности сделали так, что работа просачивается во все щели нашей жизни. Даже в ВОЗ это заметили. Во время пандемии треть удаленщиков стала работать дольше, чем раньше. Вот тебе и прогресс. Но что же происходит у нас сегодня? Взглянем на цифры. В России 45% работающих сталкивались с профессиональным выгоранием хотя бы раз. Почти половина. Прямо сейчас, по оценкам исследования НАФИ, это такой аналитический центр есть в Москве, около 15%, а это больше, чем 13 миллионов россиян, переживают выгорание в данный момент. Это, на секундочку, каждый 7-й сотрудник. Он ходит выжатый как лимон. Проблема глобальная. По оценке Gallup, это уже американская компания, занимающаяся аналитикой, за 2023 год низкая вовлеченность сотрудников и выгоревшие работники обходятся мировой экономике в $8,8 триллионов в год. Около 9% мирового ВВП. Ущерб просто вселенского масштаба, и все из-за того, что люди ходят на работу как зомби без мотивации. И это вполне логично. Выжатый человек работает хуже, он чаще болеет, ошибается и даже увольняется. Сплошные потери. И важный момент. Чаще сгорают не лентяи, а самые старательные и ответственные. Те, кто пашет за троих, тех, кого называют незаменимыми сотрудниками. Вот как раз они и в группе риска. Именно на это указывал еще Фрейденберг в 1974 году. Выгорают сильнее всего самые мотивированные. Я мечтаю купить заброшенный маяк, чтобы самому в нем жить. И чтобы никто об этом не знал. Парадокс, но система выжимает соки прежде всего из лучших работников. Тогда возникает логичный вопрос. Если выгорают в первую очередь те, кто старается больше других, то вообще по чьим правилам мы тут живем и работаем? Дальше мы рассмотрим культуру постоянной доступности и то, как трудоголизм стал добродетелью. И самое главное, что с этим делать на практике. Спойлер, послать нахер, но культурно. Давайте перейдем от общих слов к конкретике. Что за кейсы выгорания у всех на слуху и как общество на них реагирует? В наше время новости о людях, доведенных работой до ручки, всплывают регулярно и даже становятся вирусными.
Возьмем пример из корпоративного мира. Весной 2021 года молодые аналитики Goldman Sachs слили в сеть внутренний доклад, в котором назвали условия работы нечеловеческими. Ребята – это выпускники топ-вузов, первый год в элитном инвестбанке. И честно написали, что пахали по 100 часов в неделю, страдали от отсутствия сна и даже от издевательств со стороны начальства. Один даже признался: «Бывало, я не ел и не мылся, но работал до поздней ночи». Другой сказал, что рос в приемной семье и думал, что видел все, но тут даже хуже. Все 13 опрошенных аналитиков, слив был аж на 11 листов, отметили тяжелый урон для психики и здоровья и испорченные отношения с близкими. И главное, большинство пригрозили уволиться к чертям в течение полугода, если ничего не изменится. Цитата оттуда. Это уже не просто усердная работа, это какое-то издевательство. Доклад утек в Твиттер и разлетелся по СМИ, и поднялся скандал. Вот видите ли, даже у банкиров на Уолл-стрит полные люди на грани суицида. Руководство Goldman Sachs, конечно, пообещало прислушаться и нанять дополнительный персонал. И даже конкуренты быстренько подсуетились, даже подняли зарплаты джунам, лишь бы замять тему. Но осадочек остался. В эпоху соцсетей такие истории просто так не заметешь под ковер. Молодежь больше не боится открыто сказать: нам херово, мы так больше не хотим. Ты просиживаешь свою молодость, свое время за какие-то условные там $300 в месяц. Теперь другой термин, который разлетелся в соцсетях. Тихое увольнение. В 2022 году в ТикТоке обсуждали тренд, когда люди перестают вкалывать на работе и делают строго минимально необходимое. Quiet quitting или тихое увольнение – это когда человек не уходит с работы, но внутренне уже не готов выполнять больше обозначенного минимума. Без формального увольнения, но работать бесплатно не согласны. До ТикТока, по-моему, это называлось итальянская забастовка. Поправьте, если я не прав. Естественно, у такого тренда нашлись противники. Некоторым боссам и бизнесменам эта тема как пинок по яйцам. Началась паника. Никто не хочет работать. Молодежь ленится, обленилась совсем, такие вот они. Зумеры, да, так называемые, приходят на работу, и по ощущению, что, короче, ты им уже должен. Мы работали по-другому, да, у нас был... мотивация заработать деньги, стать лучше, стать профессиональнее. Может, кто-то помнит, раньше в объявлениях для соискателей работы писали: требуются сотрудники, готовые работать в режиме многозадачности и стрессоустойчивые и прочую хуйню. Так вот, теперь ситуация меняется. И за подобные вакансии мечты работодателей начинают хейтить. Общество устало романтизировать переработки. Все больше людей публично заявляют: ребята, это ненормально. Не нужно гордиться тем, что ты сам себя загоняешь. Пример из Восточной Азии. В Китае была популярна культура 9-9-6. Работать с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. Молодое поколение там возбудилось, и появилось движение танк-пинг, лежу плашмя. Зумеры массово отказываются от карьеры, лишь бы не горбатиться. Сейчас рабочая политика 9-9-6 считается незаконной, но по-прежнему изредка встречается. Соцсети сделали проблему выгорания видимой. Если раньше все молча страдали в уголке, то теперь каждая история мгновенно становится достоянием общественности. И общество, особенно молодые члены этого общества, все громче заявляет: мы не хотим жить, чтобы работать. Работа должна вписываться в жизнь, а не поглощать ее. И хоть мемы в ТикТоке — это, конечно, не забастовки, но это уже сильный сигнал. Как показал недавний опрос Gallup, 80% работников вообще не вовлечены в работу, а просто отсиживают часы. Представьте, как напрягаются работодатели. Выходит, это не пару лентяев в белых воротничках на офисной кухне чай весь день пьют, а 4/5 трудящихся планеты внутренне посылают работу нахер. Вы спросите: ну хорошо, люди жалуются, а что говорят ученые? Какие объективные данные у нас есть о переработках и здоровье? Давайте копнем исследования и посмотрим, насколько это серьезно. Начнем с рабочих часов и психического здоровья. Сколько часов в неделю можно работать без ущерба для организма? Австралийские ученые назвали цифру в 39 часов.
Все, что выше, идет во вред физическому и ментальному здоровью. Почему 39, а не 40? Потому что старый 40-часовой стандарт был придуман довольно давно, а сегодня нагрузка, по крайней мере когнитивная, гораздо выше, чем 80 лет назад. Более того, для женщин предел еще ниже. Учитывая, что они до сих пор несут больше домашней работы, им достаточно 34 часов в неделю, чтобы вымотаться. В общем, все, что сверх приблизительно 8 часов в день, начинает красть время на сон, еду и отдых. А значит, ведет к тревожности, депрессии и прочим радостям. Недаром, как я говорил, есть исследования, где у тех, кто работал больше 40 часов в неделю, чаще фиксируются симптомы депрессии и тревоги. А при экстремальных режимах типа 80-100 часов в неделю риск депрессивных расстройств вообще взлетает в разы. Например, японское исследование показало, что при 80-99 часах работы в неделю риск впасть в депрессию увеличивается почти втрое. А если больше 100 часов, то почти в 7 раз выше, чем у тех людей, которые работали меньше, например, 60 часов. Вы представляете, какой это ад? Дальше физическое здоровье. Долгий рабочий день медленно убивает сердце и сосуды. Я уже упоминал, что если работать свыше 55 часов в неделю, то риск инсульта увеличивается на 35%. А риск умереть от ишемической болезни сердца увеличивается на 17%. Всемирная организация здравоохранения прямым текстом заявляет, переработки – это опасно для здоровья, и никакая работа не стоит инсульта или инфаркта. Они посчитали и выяснили, что в 2016 году от переработок умерло 745 тысяч человек. Кого-то хватил удар, кого-то сердечко не выдержало. Представьте себе, 745 тысяч ежегодно. Для сравнения, это больше, чем за тот же 2016 год умерло от диабета или туберкулеза. Но мы же не воспринимаем переработки как эпидемию, верно? А следовало бы. Кстати, эти смерти распространяются непропорционально. По данным той же ВОЗ, больше всех от переработок мрут мужчины среднего возраста в Азии. То есть, такие вот себе мужички-кормильцы. Все ради нее. Вот ради кого я возвращаюсь домой. Думаю, вы и без статистики знали истории, когда человек жил работой, а в 50 с хвостиком бах, инфаркт или инсульт. До пенсии даже вот не дотягивают такие. Таких случаев полно, их привыкли списывать на все, что угодно. Там, курил, нервничал, выпивал, вот только вот не на сами условия труда. Теперь давайте рассмотрим цифровую нагрузку и постоянные отвлекушки. Почему уведомления на телефоне – это минус полчаса продуктивности? Потому что мозгу надо около 23 минут, чтобы вернуться к задаче после того, как тебя дернули. Представьте, вы вот код пишете или отчет пишете, тут зынь, сообщение где-нибудь в Телеграме или в мессенджере Максе. Вы, кстати, поставили? Напишите, пожалуйста, мне вот интересно. Ну, там секунды глянуть, да? Да хрен там. Исследования профессора Глори и Марк показали, что в среднем 23 минуты 15 секунд уходит, чтобы восстановить концентрацию. И это если вас за эти 23 минуты никто снова не дернет. Фактически, каждая короткая проверка почты или телеграмма – это вычеркнутые 20-30 минут, которые мозг потом собирается с мыслями. Поэтому, когда мы каждые 5 минут отвлекаемся, день утекает в трубу. Вы же чувствовали это, вот наверняка у вас что-то подобное было. Более того, постоянные переключения повышают стресс и портят настроение. Наш мозг начинает работать в режиме расфокусировавшегося зверька, как выразился философ и культуролог Бён-Чхуль Хан. Он сравнивает современного человека с животным на природе. Зверь ест, но постоянно крутит головой, чтобы хищник не подкрался. И в итоге толком не поесть, не выспаться, постоянная гипернастороженность. Он назвал это состояние гипервнимания. Когда мы мельтешим между задачами, вкладками в браузер, уведомлениями, внимание рваное и поверхностное. Знакомо, да? В этом режиме мы не то что устали, мы издерганы, но продолжаем щелкать мышкой. А глубокого фокуса и ощущения завершенности нет. Что только усиливает эмоциональное выгорание. И, наконец, что же делает выгорание с мозгом на физиологическом уровне? Нейробиологи обнаружили, что у выгоревших людей страдают когнитивные функции. В эксперименте 2022 года участники с высоким уровнем выгорания хуже справлялись с тестами на так называемые исполнительные функции мозга. По данным ЭЭГ видно, что мозгу приходится прикладывать больше усилий, чтобы показывать тот же результат, что и у здоровых людей. Проще говоря, выгоревший человек может внешне еще и тянуть план, который ему поставили, но ценой больших затрат энергии.
Он как машина, едущая на ручнике. В другом исследовании 2016 года обнаружили, что у выгоревших снижается реакция на новые стимулы и притупляется бдительность. То есть они так концентрируются через силу, чтобы выполнить задачу, что перестают замечать все вокруг. Работают на автопилоте, как зомби. По сути, мозг перестраивается под постоянный стресс, и ему хуже даются новые сложные задачи. И также ухудшается память на текущие дела. Если мы заболтаемся, я забуду, с чего начали. Когда я снова увижу вас, я не вспомню, что мы встречались. Какое последнее воспоминание? Моя жена. Как мило. Умирает. Кортизол и адреналин – это гормоны стресса, в режиме ненормированной работы выделяются без передышки, из-за чего нарушается сон, аппетит и иммунитет. Организм постоянно как будто готовится убегать от льва, а льва все нет и расслабиться нельзя. Представьте себе компьютер, на котором постоянно запущена куча фоновых прожорливых программ. Оперативка забита, кулер воет и все безбожно тормозит. Вот в таком режиме мы и живем при хроническом перенапряжении. От всего этого может возникнуть мысль. А может, ну его нафиг эту карьеру, здоровье же дороже. И тут возникает интересный нюанс. А может, это мы просто стали мягкими? Может, наши великие предки просто терпели и не ныли, а мы при первых же сложностях бежим жаловаться на выгорание? Вот если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможными нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны. Давайте вникнем в критику нашей усталости и выгорания. Возможно, дело в нас самих. Итак, критический взгляд. Представьте какого-нибудь руководителя старой школы или просто дядьку-бумера. Лучший в мире босс. Это говорит само за себя. В лавке подарков купил. Он скажет: ваше выгорание – это хрень собачья. Мы пахали и ничего, а вы поколение соевых снежинок. Ноете, что устали, хотя сидите в теплом офисе, задницу не надрывайте. Знакомая риторика, да? Ну, конечно, мы ж просто обленились, вот и все. По его логике, люди раньше 12 часов в шахте работали, и нормально было, а сейчас от 8 часов за компом истерика. Можно ли принять такое объяснение выгорания? Нет. Но понять причину, почему так говорят, вполне можно. Раньше о ментальном благополучии вообще не думали. Главное, чтобы зарплату платили и физически тебя ничего не убило там где-то на работе. На работу нельзя идти с мыслями: «О, я тут могу сегодня умереть». На это есть больницы. А психика – дело десятое. Сейчас же мы осмеливаемся требовать комфортных условий, и старшему поколению это иногда кажется слабостью. Типа, ну вот мы терпели, и вы терпите. Проблема в том, что мир изменился. Работы стали нервознее, информации больше, а гарантии стабильности – ноль. Старики-то получали там какие-нибудь квартиры от завода, стаж и пенсии, а молодым светит ипотека и Лада Искра в кредит. Вторая интересная мысль. А не сами ли мы виноваты в своем выгорании? Есть такое понятие, как синдром дискомфорта стабильности. Психологи заметили парадокс. Многим людям спокойная, размеренная жизнь приносит тревогу. Вот вроде все хорошо у человека, работа, нормально все, семья, быт, а его самого колбасит, он ждет подвоха. Он привык к постоянному стрессу, дедлайнам, движухе, а когда наступает затишье, ему не по себе. Психолог Валерия Литвинцева описывает это так. Если человек годами жил в напряжении, его мозг начинает воспринимать спокойствие как что-то подозрительное. Прямо как солдат, вернувшийся с войны, который не может спать в тишине. Ему нужна бомбежка для ощущения нормы. Стресс становится привычной зоной комфорта, а настоящий комфорт пугающим. В итоге некоторые сами подсознательно руинят собственную жизнь. Слышали истории, когда человек в декрете или в отпуске начинает лезть на стены и ищет, куда бы себя впихнуть, лишь бы просто не расслабляться? Получается полная дичь. Мы сами, того не осознавая, лезем в работу. Мы берем проекты, соглашаемся на переработки, хотя вроде можно было и отказаться. Выгорание или маленькая зарплата? Выгорание. Потому что иначе чувствуем себя бесполезными или тревожимся, что здесь что-то не так. Это реальная когнитивная ловушка. И даже не побоюсь этого слова, травма нашего времени. И третья грань проблемы в том, что нас воспитывают в духе быть лучшей версией себя или необходимой самореализации.
В своей работе 2015 года «Общество выгорания» философ Бёнч-Хуль Хан метко заметил: современное общество не столько заставляет нас трудиться извне, сколько мы сами себя эксплуатируем. Он ввел понятие общества достижений, когда у тебя один императив – оптимизируй себя и выкладывайся на 200%. Будь продуктивным, иначе ты просто лошара. Понимаете, никакого внешнего надсмотрщика не нужно. Мы сами себе эксплуататор и жертва. Мы вроде свободны, но добровольно заковываем себя в оковы бесконечных задач. Откуда так распространены эти вот персонажи self-made men, которые добились всего сами из полного нуля? Я сам родился. В доме родился. И дядя Ваня Богомазов кухонным ножом мне отрезал пуповину. И когда я в бане смотрю на пуповины других, кто родился в больнице, моя пуповина куда лучше, чем их. Они обязательно гордятся, что работают на износ ради успеха и вдохновляют других. Помните, там был Илон Маск не так давно, который там не спал ночами, или там какой-нибудь Стив Джобс чуть пораньше, тоже там прям вообще пахал хуже шахтера на шахте. А в итоге, как говорил Хан, субъект достижения изматывает себя до выгорания. Он как бы ведет гонку сам с собой, бесконечно пытаясь прыгнуть выше головы. То есть раньше, еще в 20 веке, конкурировали целые компании, там, коллективы, а теперь каждый конкурирует сам с собой. Вчера сделал 10 дел, сегодня надо 12, завтра 15. И так до истощения. Выгорание часто это патологический итог добровольной самоэксплуатации. Если взглянуть на тему под таким углом, то выходит неприятная правда. Мы тоже участвуем в заговоре против самих себя. Нам пустили пыль в глаза идеи, типа «делай, что любишь, и никогда не будешь работать». И мы поверили, что перерабатывать по любви – это нормально. Мы боимся остановиться, потому что тогда столкнемся с пустотой. А что если человек вне работы? И чтобы не думать об этом, лучше снова зарыться в дела. Жестко, конечно. Но не спешите вешать нос. Если осознать эту хрень, можно и переключиться. И, к счастью, появляется поколение, которые не хотят играть по старым правилам. Может, они, конечно, кажутся кому-то ленивыми, но, возможно, именно в этом спасение. Перестать безумно гнаться неизвестно зачем. Ну и сейчас на сцену выходят зумеры, поколение, которое родилось с конца 90-х по 2010 годы. Я не очень люблю теорию поколений, так как границы ее очень размыты, поэтому буду брать довольно большую выборку. Людей лет от 20 так даже до 40, так вот с натяжечкой возьмем, ладно? Их часто ругают за нежелание пахать, как папа Карло, но они часто меняют правила игры в трудовой культуре. Начнем с Южной Кореи, страны, где традиционно был адский трудоголизм. В Корее слово «гварос» означает смерть от переработки, и ежегодно около 500 человек официально умирает от переработок. Реальная цифра, скорее всего, выше. Так вот, в 2023 году правительство решило поднять лимит рабочих часов до 69 в неделю. Сейчас закон разрешает максимум 52. Думали, старики же работали по 60-70 часов раньше. Бизнесу было только на пользу. И что вы думаете? Молодежь сбунтовалась. По всей стране молодые работники подняли шум, назвав этот проект возвращением в ад. Буквально через пару недель власти дали заднюю. Президент Юн Сок Йоль сказал, что мы пересмотрим и учтем мнение поколения Y и Z. Миллениалы и зумер. Эти люди уже узнали, что такое жизнь, и не позволят загнать их в рабство. Южная Корея – одна из самых трудолюбивых наций. Часы работы там одни из рекордных в мире. Старшее поколение верило: вкалывай и потерпи, будет тебе и карьерный рост, и уважение, да и страна только богатеет. А молодые увидели, что игра не стоит своих свеч. По опросам 59% корейцев, когда перерабатывают, не получают за это оплаты. Представьте себе, половина просто дарит свой труд бесплатно. Представите? Каждый второй. И кто это в основном? Молодежь на начальных позициях, конечно. При этом цены на жилье конские, да и жизнь дорожает. Вот они и решили: да пошло оно все. 55% корейских работников поколения Y и Z заявили, что не собираются становиться менеджерами. Карьерный рост им до лампочки. Зачем ради него страдать-то?
47% сказали, что уже активно ищут новую работу или планируют сменить компанию. Лояльность к работодателю стала нулевой. Если где-то тяжело, лучше оттуда уйти туда, где полегче. Почти половина молодых респондентов заявила, что ни за какие деньги не согласятся на работу, требующую перерабатывать сверх желаемого. Даже если заплатят за овертайм, нет, спасибо, нам свободное время дороже. И это не пустые слова. В Корее последние пару лет массово обсуждается явление, которое можно перевести на русский как «поколение отказников». Молодые не хотят брать на себя лишнюю ответственность, избегая продвижения по карьерной лестнице, потому что не видят в этом никакого смысла. Выше должность, больше головника, а денег-то не намного больше. И зачем тогда это? Вместо ночевок в офисе они предпочитают личную жизнь, хобби, подработки или учебу. Культура сверхурочных тимбилдингов тоже трещит. После пандемии зумеры открыто бойкотируют хоэсик. Это обязательные пьянки с коллегами после работы. Раньше было немыслимо не пойти выпить с шефом, а сейчас молодые говорят: извините, у меня свои планы. И что с ними сделают? Ничего, специалистов-то не хватает, и приходится их уважать. Вот я вам нашел даже наглядный кейс. В интервью газеты The Guardian одна кореянка Ли Мин Ха рассказывала, что уволилась с госслужбы и пошла работать менеджером винного магазина. Считай, в КБшку устроилась. Решают, кто будет склад разбирать. Почему? Да просто достала. На госслужбе она дежурила круглосуточно и иногда до 4 часов утра сидела. На ней висели поручения типа организации каких-то мероприятий или дней рождения. И все это за оклад. Она рассказала, что перестала быть собой, и когда ушла, родители сначала, конечно, были в шоке, потому что стабильная же работа. А потом даже поддержали, увидев, что ей стало лучше. И таких историй тысячи. Теперь про Россию. Наши зумеры хоть и живут в другой реальности, но тоже достойны внимания. Вот вам результаты свежего опроса. 4 из 5 представителей поколения Z в России не готовы работать по традиционному графику 5-2. 80% не хотят этого стандартного с 9 до 6 в офис и 5 дней в неделю. И только 17% готовы пахать по классике. Остальные хотят гибкий график, удаленку, какую-то проектную работу. Короче, там, где свободы побольше. Для зумеров гармония работы и личной жизни – это не пустой звук. 20% назвали баланс одним из главных критериев работы. В то же время карьерный рост как самоцель почти никого не прельщает. Лишь 17% опрошенных указали, что карьерный рост – это их основная мотивация. А 37% на первое место ставят самостоятельность и свободу в работе. А 38% деньги и премии. Еще один опрос, международный, кстати, показал, что 82% зумеров считают нормальным делать только минимально требуемую работу. Сверхурочными они не горят, и инициативой тоже, если, конечно же, она достойно не оплачивается. Грубо говоря, молодой специалист не станет жертвовать обедом или вечером ради эфемерной похвалы начальства или копеечной премии, если у него нет на то личного порыва сделать что-то большее, вдруг он захотел. У вас было когда-нибудь? То есть мотивация теперь должна исходить изнутри. Хотите, чтобы зумер вколол, заинтересуйте его по-настоящему, а не просто каким-то приказом. Потому что иначе он сделает ровно столько, сколько оговорено в должностной инструкции. И дальше пойдет жить свою лучшую жизнь. Вы опять опоздали. Я знаю, и? Ну что, и надо вовремя приходить на рабочее место и... У вас вот здесь, кажется, крошка от курабье. Неудивительно, что наши работодатели тоже хватаются за голову. Эти молодые совсем офигели, не хотят задерживаться, требуют нормальный график и еще условия ставят. Это профнепригодный дебилы. Да, представьте себе, сейчас уже на собеседованиях зумеры спокойно спрашивают: а переработки у вас бывают? А оплачиваются? А как вы относитесь, если я не буду на связи после 6 вечера? И имеют полное право, потому что ценят себя и свое время. Есть и радикальные примеры, например, увольнение в первый день работы. Вот пришел новый сотрудник, увидел бардак или токсичного шефа и сразу написал заявление и даже не попытался это терпеть. А то и бывает, и просто в обеденный перерыв взял и ушел. Вокруг этого такая шумиха, даже статьи выходят в известных изданиях, типа «Почему зумеры бегут в первый день работы?» А потому что не хотят мучить себя и надеяться на чудо. Если с порога видно, что жопа, они лучше сразу свалят с абсолютно чистой совестью. Конечно же, кто-то назовет это инфантильностью, типа капризные, работать не хотят, но правда в том, что поколение Z просто иначе смотрит на труд.
Для них работа – это обмен услуги на ресурсы, а не смысл жизни. Они не собираются жить, чтобы работать и чтобы кому-то вот там доказать что-то вот своей карьерой. И, кстати, они видят экономическую реальность трезво. Дополнительные 5-20 тысяч за переработки не сделают их богатыми. Квартиру или машину на эти деньги не купишь. Проще уж потратить время на что-то более приятное здесь и сейчас. Согласно опросу, в 2025 году 67% зумеров тратят больше 30% доходов на развлечения и путешествия. Живут моментом, так сказать. И это не потому, что они безответственные транжиры, а потому, что копить на далекое будущее не видят смысла. Будущее туманно, гарантий 0. Вот наслаждайся настоящим. Вспомните, как наши родители, дедушки, бабушки откладывали на пенсию, а потом бац, какой-нибудь дефолт, инфляция, и все накопления больше ничего не стоят. Новое поколение таких иллюзий не питает. Короче, зумеры глобально говорят системе труда. Мы не ваша собственность, хотите наш труд, будьте добры, подстраивайтесь под наши условия. И надо сказать, система местами прогибается. В той же Корее власти заговорили о 4-дневной рабочей неделе, чтобы ублажить молодежь. В России все больше крупных компаний вводят гибкий график, удаленку и психологов, лишь бы привлечь и удержать молодых специалистов. Потому что иначе просто некому будет пахать. Старые кадры уходят, а новые рабы системы не нанимаются. В общем, молодое поколение показывает на деле, хрен они будут терпеть то, что терпели их родители. Они видят, как папа с мамой угробили здоровье на заводе или в офисе, и что с этого поимели. И они выбирают другой путь. Да, кто-то скажет, это путь меньшего сопротивления, но, возможно, он и есть более рациональный. Зачем напрягаться больше, если результат не окупается? Зачем приносить в жертву свою жизнь корпорациям, если корпорации все равно не ценят этого? И это все здорово. За молодыми будущее. Дальше может возникнуть следующий вопрос. А как же экономика? Это же все вот экономические взаимоотношения. Как это вот все встраивается, как это работает? Куда покатится мир, если все вдруг перестанут перерабатывать и начнут жить в свое удовольствие? Неужели корпорации и государства просто такие: окей, работайте меньше, получайте больше, мы не против, все нормально? Конечно же нет. Давайте поговорим о том, почему капиталу выгодно, чтобы мы оставались загнанными и усталыми. И что с этим знанием делать? Следующий логичный шаг – спросить, кому выгодно нынешнее состояние дел. И почему, несмотря на все разговоры, культура переработок упорно держится. Ответ прост – это крупные корпорации и иногда государство. Подумайте сами, усталый, выгоревший работник – это идеальный раб в современной экономике. Он слишком вымотан, чтобы бастовать или качать права. Он не просит повышения зарплаты, ему бы дотянуть до выходных. Он не пойдет на митинг, у него сил просто нет, он в субботу просто отсыпается. То есть, если просто цинично посмотреть, то уставшее общество гораздо менее конфликтное и требовательное. Каждого заботит только то, как бы выжить в эту рабочую неделю, а не какие-то там глобальные перемены. И как раз-таки капиталистическая система это исторически использовала. Еще 100 лет назад фабриканты напрямую гоняли людей по 12 часов. То есть была внешняя эксплуатация. Сейчас, как мы обсудили, нас научили эксплуатировать себя самим. И это оказалось еще эффективнее. Нам внушают, действительно свободный – это успешный и богатый. Хочешь быть свободным – работай над собой, развивайся и не ленись. Меняйся или сдохни. Поставил цель. Добейся. В результате эксплуататоры и эксплуатируемые в одном лице. И никакого бунта. Человек сам себя загоняет в стойло успешного успеха. А выгоду в итоге извлекает корпорация. Если ей нужно применить кнут, то работник сам себя хлещет. Автоэксплуатация суперэффективна для современной системы. И, кроме того, выжатые сотрудники легче соглашаются на низкие зарплаты и хреновые условия. Они же не в том положении, чтобы выбирать. Там у них кредит, дети и сил, чтобы что-то менять, нет. Такой прилип к месту, и корпорация может повышать нагрузку, не повышая оплату. Производительность растет, а расход нет. Прибыль, соответственно, капает акционерам. Не зря же многие работодатели раньше рассуждали, да и сейчас, к сожалению, это встречается, что незаменимых людей нет. Если надо, мы найдем новых. Вон там медицина США, больницы экономят на персонале, оставшиеся медсестры горят на работе, зато финансовые отчеты прекрасные и прибыли растут. Или взять, например, корпорации Биг Теха.
У них культ сверхэффективности, подбор лучших из лучших, работников, которые готовы жить работой. Обзор на офис Яндекса. Я реально офигела с того, как Яндекс заботится о своих сотрудниках. Овощи, фрукты, любой вид молока для кофе, чай, закуски. В офисе Яндекса есть все, начиная от кухни, заканчивая библиотекой, спортзалом, душем и так далее, и так далее. Здесь все создано для того, чтобы сотрудники проводили в офисе наибольшее количество времени. Их заваливают всякими плюшками. Офисы с бесплатными печеньками, игровыми, тренажерками. Оставайся хоть круглосуточно. И почему? Да, потому что чем больше человек торчит на работе, тем больше он сделает. Даже если не эффективно, но он хотя бы будет доступен. Плюс у него нет времени просирать свою зарплату. Он ее буквально заливает обратно в экономику. Покупай какие-нибудь гаджеты, там какую-нибудь хрень. Получается круговорот бабла. А если работник начнет отдыхать, то, глядишь, его осенит мысль, что деньги – это не главное. Или вообще в какое-нибудь сельское хозяйство подастся из IT какого-нибудь. А зачем системе такие риски? Ей надо, чтобы ты снова шел работать, закинувшись какими-то энергетиками или еще чем-то. Еще момент. Налоги. Государству в краткосрочной перспективе может казаться выгодным, когда люди много вкалывают. Переработки значит формально больше часов. Больше выпускаемой продукции, ВВП растет, налоги с корпораций идут. Правда, в долгосроке от выгорания будут идти убытки. Там какие-то лечения, больничные, низкая рождаемость. Там, в той же Корее одна из причин низкой рождаемости – это адская трудовая культура. Не до детей просто людям. Но многие правительства мыслят категориями года-двух, а не десятилетиями. Поэтому и поощряют чрезмерную эксплуатацию. Однако сейчас даже большие боссы начинают понимать, что что-то пошло не так. Когда 80% сотрудников по всему миру не вовлечены в работу и просто тупо саботируют фактически ее, это ведь тоже потеря. Те самые 8,8 триллионов долларов недополученной прибыли ежегодно. Получается, перегибая палку, система рубит сук, на котором сидит. Экономика-то теряет 9% мирового ВВП на выгоревших кадрах. И это пи***. Значит, нужен новый баланс. И тут мы подходим к финальному выводу. Нужно менять корпоративную и социальную культуру всем вместе. Причем не просто систематически справляться о хорошем самочувствии сотрудников, а систематически менять правила игры. Мы с вами увидели, как исторически сложился этот культ усталости, как он встроен в современную экономику и в наши мозги. Выгорание – это не прихоть и не слабость отдельных личностей. Это системный сбой в том, как организован труд в современном мире. Это результат того, что правила писались под максимизацию выгоды, а не счастья людей. Так что же делать? Перезагружать эти правила на уровне государства вводить и соблюдать нормы, защищающие личное время. И в некоторых странах уже есть законное право на отключение, как его называют. Например, во Франции с 2017 года работник не обязан отвечать на рабочие письма и звонки вне офиса. Даже штрафы есть компаниям, если они допекают работника после окончания рабочего дня. Вот такого надо побольше и везде. А на уровне компании нужно перестать мерить ценность сотрудника по отработанным часам или выполненному KPI. Перестать делать вид, что мы семья. Нет, мы не семья, семья дома, а на работе должна быть четкие рабочие отношения. Я делаю работу и получаю деньги, и не нужно требовать, чтобы работник был на поводке 24/7. Руководителям нужно научиться управлять без постоянного контроля и давления, фокусироваться на результатах, а не на том, сколько времени человек просидел в офисе или там на скольких совещаниях в Zoom он просидел. Но важнее всего изменение общественного сознания. Хорошо бы прекратить восхвалять перманентную занятость. Хватит гордиться званием трудоголик. Хватит требовать от людей сгорать на работе. Это больше не доблесть, а диагноз. Надо нормализировать отдых, отпуск и личное время. Когда сотрудник уходит вовремя, это не он лентяй. А он, мать его, нормальный человек. У него просто есть жизнь. Когда кто-то говорит «нет» в неурочные задачи, это не бунт, а здравый смысл. Многие боятся. Вот перестанем работать, экономика рухнет. Хрень полная, экономика как раз-таки страдает от выгорания кадров. Мы же видели вот эти вот цифры, вот эти 8,8 триллионов долларов. Наоборот, отдохнувший мотивированный работник за 4 часа сделает больше, чем выгоревший за 12. В Японии пробовали заставить офисных работников уходить в 17:00. Продуктивность даже выросла.
А в Исландии эксперимент с 4-дневной рабочей неделей прошел на ура. Производительность не упала, а удовлетворенность людей выросла. То есть не в количестве часов дела, а в качестве жизни. И последнее. Нам всем, и работодателям, и работникам, хорошо бы честно признаться. Мы люди, а не ресурсы. У человека есть пределы прочности, и цель жизни точно не в том, чтобы максимально много проработать и умереть. Если мы как общество этого не поймем, то придем к очень печальному итогу. Экономически развитому, но эмоционально выгоревшему, больному, несчастному социуму. Общество усталости, как назвал его философ Хан, где радости нет, а сплошная апатия. Вместо общества выгорания можно построить общество баланса, где труд, конечно, ценится, но и отдых тоже уважается. Где технологии работают на людей, и они выдавливают все соки из них 24 часа в сутки. Где эффективность достигается не кнутом, а разумной организацией и заботой. Изменения уже начались. Молодое поколение вносит их своими требованиями. Хорошо бы, если на всех уровнях мы требовали работы по правилам, а не по понятиям эксплуатации. И самое главное, самим перестать гордиться своей загнанностью. Пора сделать отдых и гармонию новым признаком нормальности. В конце концов, как говорил один умный человек, никто на смертном одре не пожалел, что мало времени проводил в офисе. Жалеют обычно об обратном, об упущенных моментах жизни. Давайте не доводить до смертного одра и уже сейчас спросим. То, как мы работаем, делает ли нас и окружающих счастливее? Если нет, то ну его нафиг. Работа должна служить нам, а не мы ей. Менять культуру трудно, но необходимо. И мы это делаем не ради лени, а сохранения себя как людей. Не хотим быть вечно выгоревшими винтиками и не будем. И знаете что? Работа подождет, а ваша жизнь нет. Спасибо за просмотр. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь, пишите комментарии своей истории выгорания. Ну и обязательно подписывайтесь на мой Бусти, там можете и задонатить, и на мой телеграм-канал. Все, я пошел отдыхать.